А теперь я хочу принудительно вторую. Ух ты! Вы только гляньте, какую кучу мы отсюда вытащили. Всем привет! Продолжаем универсалы. Да, у меня на канале очень много роликов про различные универсалы, про Honda Airwave. Я не знаю, снимал бы я или нет, если бы один из моих зрителей настоятельно, уже по целой пачкой моих выпусков недавних, писал, когда же, в очередной раз напоминаю, когда же выпуск про Honda Airwave. Рано или поздно это должно было случиться, да, вот, будет выпуск про Honda Airwave. Да, ее еще все владельцы называют волна, но это же переводится как воздушная волна, все дела. Это, по сути, простая машина на базе обыкновенного всем известного Honda Fit, ну, либо Jazz, да, для тех, кто леворучки больше знает, но она его крупнее. То есть технически она с ним близкая, но она его крупнее. По длине салона, по длине багажника, по глубине багажника. То есть разница уже именно в этих параметрах уже серьезнее. 5-6 сантиметров. Ну, 50-60 миллиметров для технарей, да. Вполне можно сравнивать, например, с тем же Филдером, допустим, с Вингродом, например. То есть вполне себе универсал уже, а не какой-нибудь там городской компактный хэтчбэк, все дела. Нет, это уже все-таки универсал. Многие даже его сравнивают с Fit Shuttle. И Airwave многие считают, что это более гармоничная модель, внешне, по крайней мере, потому что ее действительно рисовали, можно сказать, с нуля, да, ее изначально с нуля придумали, ее внешность, а не как в случае с Фитом Шаттлом добавили ему как бы больше длины. Важно еще сказать, что совместно с Airwave появилась и новая версия Honda Partner. Внешне одно и то же, только Partner, естественно, с некрашенными бамперами, там, с черненькими всякими зеркалами, ну, все такое стрёмненькое и прочее. Но на самом деле, если вдуматься, Partner технически приятнее для нас, для небогатых российских покупателей. Что Partner, что Airwave оснащаются 1,5-литровыми двигателями. Что Airwave, что Partner оснащаются, по сути, да, автоматическими коробками передач. Только в Airwave версия автоматической коробки передач это вариатор, а в Partner обычный, обыкновенный автомат. Ну, кстати, еще и 5-ступенчатый. У Airwave 110 лошадиных сил, соответственно, чуть-чуть повыше налог. У Partner 90 лошадиных сил. Я серьезно вам скажу, я пробовал ездить на Партнере, я вот сегодня посмотрим, как проедется на Airwave, и я уверен, что особой разницы я не почувствую в динамике. Но есть здесь еще один даже нюанс. У Airwave здесь нормальный 1,5-литровый двигатель с 4 свечами, с автеком, то есть все как положено, вроде бы по-хондовски, да, все сделано. Партнеру все-таки дали такую вот непонятную версию 1,5-литрового двигателя с 8 свечами, да. Знаете, вот эту тему с первым поколением Honda Fit, когда было две тоже версии двигателей, когда 1,3, либо 1,5 литра. Так вот, кстати, в выпуске про Honda Fit первого поколения я как раз про это и упоминал, что лучше берите уже 1,5-шку. Она, во-первых, едет поинтересней, и еще и 4 свечки вместо 8. Так вот, в случае с Партнером не прокатит. Реально не прокатит. Вот и, по сути, получается. В плане коробки мне больше нравится Партнер. В плане двигателя мне больше нравится Airwave. Разумеется, несмотря на то, что у нас сегодня не очень хорошие погодные условия, ну, впрочем, в Сибири у нас зимой всегда не очень хорошие погодные условия, мне очень интересно замерить разгон полноприводного Airwave. Как-никак, все хондоводы считают свои Хонды гонками. Ну, надо либо обрадовать, либо разочаровать их. Конечно, было бы круто, если бы на машине еще была бы свежая шипованная резина. Тогда бы я больше был уверен в успехе. Лично я уже вторую зиму, второй сезон езжу на резине марки Viatti. Уже вторую зиму я вижу, что ни одного шипа не потерял, хотя вы можете посмотреть в недавних выпусках, как мощно я буксую на этой резине. Замечательно цепляется в этом плане. На самом деле, что зимняя, что летняя резина, мне нравится в первую очередь износостойкостью. Скоро будет уже теплеть и будет время переобуваться. Летняя резина у меня тоже Viatti, которая, в свою очередь, мне нравится тем, что замечательно держит машину на мокрых поверхностях. Я думаю, это из-за асимметричного рисунка. Выпускаются почти все самые популярные размеры. Жалко только, что еще пока нет самой-самой низкопрофильной какой-нибудь 45 резины. Когда появится, обязательно поставлю и на свою вторую машину, на Camry. По салону вы сильно так с Фитом не сравниваете. Я имею в виду
в качестве отделки даже всех этих материалов. Потому что у меня вот, например, есть выпуск про второе поколение Фита, те же примерно года. Здесь, конечно же, весомо хуже сама по себе качество отделки. Вот эти шовчики какие-то тут, литья этого пластика присутствуют. В те года все аналоги, тот же Филдер, ничем особым похвастаться не может. Здесь, по крайней мере, хотя бы эргономично. Вот по-хондовски эргономично. Действительно, все удобненько, все ложится в руки. Есть богатые комплектации с кожаными сиденьями. Вообще, кстати, сиденья более четкие всегда, чем в Тойотах. Сразу бросаются в глаза вот эти большие стойки. Из-за этого реально можно не увидеть пешехода. Они, конечно, создают слепую зону. Это, впрочем, тема такая из минивенов даже, я бы так сказал. Многие скажут, что сновья эти машины были просто пушечные, да, идеальный вариант. Но я сейчас на данный момент могу сказать, их плюс в том, что вы получаете реально хороший автомобиль. Ну, технически простой, ремонтопригодный, вместительный более чем, а за адекватные деньги. Я просто открываю дром и вижу, что за 400, за 350 даже хреновенький какой-нибудь, за 500 уже более-менее уверенно хороший можно взять. Вы понимаете, да? Модель закончила производиться в 2010 году, то есть можно еще и более-менее даже не сильно старые взять. Ну, ведь мы же как рассуждаем? После 100 тысяч у японской машины же у нас только обкатка прошла. Давайте по мелочевкам салона пройдемся. Сразу же показываю вам то, что вот прям мой лайк гигантский. Удобные, нормальные подстаканники. Единственное, конечно, опять же, вот этот неприятный случай, когда нету подстаканника вот с правой стороны. Вот мне вот здесь вот с водительской стороны. Но, по крайней мере, вот те, которые есть вот здесь посередине, это вещь. Во-первых, глубокие. Они еще, прикиньте, они еще регулируемые. То есть можно отрегулировать вот зажимную часть под величину того стакана или бутылочки там какой-нибудь, которую вы сюда поставили. Нормальный ручник, не ножник. Тоже хорошо. Зимой, знаете, как выручает? Вот у нас этот автомобиль полноприводный, и я вообще всегда люблю, когда именно у задней или у полноприводных машин есть нормальный ручник, ты в каких-то, возможно, неприятностях сможешь подкорректироваться. И не вот этой вот непонятной педалькой, а все-таки нормальным ручником. Вот прикиньте, то есть машина на вариаторе, но в то же время с обычным ручником. На удивление, даже на полный привод не дали ни автомата, ни механики, хотя в случае с Фитами именно на полный привод давали обыкновенный автомат, а на все остальные был вариатор либо механика. Плоский пол здесь в принципе уже в багажнике. Все в очень царапающемся пластике. Все очень вообще прям в царапающемся пластике. Чтобы это все привести в порядок, нужно прям заморочиться, да. Ну, по крайней мере, зато оно не такое сильно маркое, да, потому что пластик вот аж до самого верха, до самой крыши. В багажнике пластик по сторонам. Никаких мякушек. Первым делом, глубина 95. Это еще до складывания, раскладывания и прочего. Запаски, разумеется, есть. У Фитов шаттлов, кстати, нету обычно запаски. У них здесь в этой нише просто вот этот набор этот дурацкий. У Airwave обычно есть запаска. Но она, конечно, не полноразмерная. Банан, по сути. Но я вот так вот по размерности-то смотрю. Если сильно не выпендриваться с диаметром колес, да, на котором ты ездишь, да можешь даже и полноразмерку сюда затолкать. Тем более, поверх нее есть еще вот дополнительные какие-то вот выемки под что-нибудь. Люверсы есть под шнурки, которыми можно вот что-нибудь натянуть. Вот у нас как раз владелец себе вот их использует, видимо, что-то грузит. Вы только гляньте, какую кучу мы отсюда вытащили всяких вещей, потому что человек тут далеко ездил на ней только что недавно. Сразу видно, что машина за 1000 километров сюда ехала, да? Нормально ты так упаковался. Но по сути тебе не пришлось даже заднее сиденье складывать. Разумеется, никаких кнопок нет, чтобы за один раз все сложить. Но, в принципе, они тут тоже не трудоемко закрываются, ничего особенного. Рычажком раз и готово. И все, реально ровный пол получился. Причем обратите внимание, что это достигается тем, что подвижные не только спинки, а еще и сиденья, да, вот сами сидушки внизу. По мере того, как ты опускаешь, пододвигается и сиденье само по себе. И еще мне нравится, что они раздельно опускаются. То есть ты можешь опустить, по сути, одну половинку. Ну вот, например, большую половинку опустил, положил что-нибудь длинненькое, а эту оставил поднятой. И сюда можно еще кого-то посадить, например. То есть не так, что если ты уже сложил, то только вдвоем. Можно втроем. Прикинем, сколько у нас теперь получилась глубина багажника. 1,80 м.
Все, это 1,80 м. У универсала Camry Gracia, например, тоже 1,80 м. У Nissan Avenir 1,80 м, ну там чуть-чуть побольше. У Honda Accord универсал тоже в районе 1,80 м. Сейчас я подниму, получается, целиком и спинку, и сиденье. И образую вот такие ниши под низом. Во как еще можно. То есть прям вот так вот сделать. Можно разделить, получается, груз там, груз здесь. Это было все во времена тогда, когда было еще Honda Mobilio была в ходу. В общем, короче, Honda молодец в плане трансформаций. А вот за рулем-то как раз чувствуется, что машина не крупная, ну в плане вот для водителя. Я, конечно, знаю, что сейчас вот я выкачусь на более прямую такую дорогу и нажму педаль в пол, хочу прочувствовать, когда же там втек-то подрубится. Знаете эти мемы, как водитель такой «Уа!», а пассажир такой сидит и смотрит на него, типа, что с тобой происходит, чувак, ты что гонишь? То есть, естественно, я вот загадываю изначально разгон у этой машины секунд 12, скорее всего, да, но кто знает. Мне, конечно, нравится, что это вот именно правильная подвеска, то есть у Honda частенько был вот этот бзик с рычажной подвеской, которую они сували куда ни попадя. Здесь все-таки универсал, как положено, с балкой сзади, либо D-Dion, вот это их особая подвеска хондовская, для полного привода, и обычный Макферсон спереди. То есть никаких вам вот этих вот извращений с кучей рычагов, шаровых и сайлентблоков. Абсолютно правильно, я считаю, правильный подход, нечего выдумывать. Нечего выпендриваться. Люди, которые покупают подобные машины, они хотят дешево ее чинить. По сути, этот вариатор здесь с имитацией 7 передач, аж 7 передач. Но сколько мы пробовали всякие разные подобные машины, всегда оказывалось, что просто на D разгоняться эффективнее, чем разгоняться на этих всяких лепестках. Но они реально нужны и помогают при обгоне. То есть, если нам нужно именно резко снизить, скинуть передачу и резко ускориться. А теперь я хочу принудительно вторую. Ух ты! Хотя, кстати, при достижении определенных оборотов он переключился дальше сам. Я вообще люблю, когда Honda остается Хондой, даже если это, ну, вообще не спортивная машина, ну, ни капельки. Типа просто гражданский вариант, но все равно они вот в нее характер этот вкладывают. Яркий пример того, что у Honda может быть двигатель с одним, по сути, наименованием, с одним обозначением, но в целой куче различных модификаций. Вот эта версия, как я вам уже сказал, нормальная, обычная, такая же, как в 1,5-литровом Фите, 4 свечки, 110 лошадей, втек, все нормально. Я и в ролике про Fit сказал, что это прям хороший вариант. Ничего вот не сыпется, ничего не ломается. Есть, конечно, какие-то там вопросы по электронике, но это все такое, знаете, ничего особенного. EGR-очку глушат. В общем, это все такие нюансы, которые я на данный момент, будучи уже в 2022 году, вам скажу, их уже устранили до вас предыдущие владельцы, скорее всего. И возможно, что мотор это даже уже контрактный стоит в вашей машине, конкретно, которую вы будете покупать. Так что не заморачивайтесь вы, ё-моё. Но, опять же, я вам повторю, нужно знать нюанс в разнице с партнерским двигателем. Ну и с Honda партнер в этом кузове. У него как раз двигатель типа поинтереснее. Ну, там надо же, чтобы было лошадей поменьше, а чтобы была тяговитость у двигателя. Там же типа грузопассажирская версия. Они установили систему IDSI. В общем, 8 свечей. Он меньше ест, но лучше тянет. В машину реально грузить можно смело 300 кг. Все, валим. Но он такой менее шустрый, что ли. И, соответственно, автомат тоже дали, потому что на партнере типа ездить побыстрее не нужно. Если хотите именно воспринимать эту машину как универсал для работы, выберите лучше партнер. Они и дешевле стоят,
и, соответственно, технически более выносливые. Здесь эта машина для семьи, для городского использования. Понятно, что на ней тоже 300 г утащишь в итоге. Это, конечно, не вариаторы, первые вариаторы Джатка, да, естественно, ну, которые просто стали вот мемом, да, что сыпется вариатор, это имеется в виду обычно первые вариаторы Джатка. Но в любом случае, даже сами производители, даже сама Honda, их инженеры признают, есть даже, я в интернете находил статьи, которые писал именно человек, который придумал, ну как бы сконструировал хондовские двигатели, вариаторы, писал, что, ребят, это узел такой, сомнительный. И поэтому относитесь к нему соответственно. Если автомат прощает несвоевременное обслуживание и наплевательское отношение в большинстве случаев, хотя, опять же, это же хондовский автомат, не тойотовский, то вариатор, все-таки к нему надо относиться построже. Но вот я сейчас точно знаю на все 100%, что когда мы поедем, мне понравится, как она едет. Ну и, естественно, разговоры про 6 литров на сотню, они правдивы, но только летом, не зимой. Пробуем просто на D. Да, 15 секунд. Дэшечка не справляется с хорошей быстротой. Да, но опять же скользко, ё-моё. Давай еще раз попробуем на S. Правильно? Да. Yeah. Я, честно говоря, не думаю, что стоит пробовать с вот этими передачками вручную. До 30 столько же. Ну ты видел, да? Короче, спорт-режим особо не спорт. Вроде и крутит, да, больше, а толку-то не особо. То есть разница меньше секунды, да, но это ни о чем. Ну, опять же, ребят, полный привод, соответственно, масса машины тяжелее. Из 10, я думаю, естественно, никакая из них не выйдет. Но, тем не менее, я уверен, что вам это будет полезно знать в целом, как ездят эти машины. Тачки популярные, они у многих есть. Мне особенно, знаете, нравится, когда вообще фитоводы, ну и волноводы, так, едешь где-нибудь по трассе, они так выпендриваются, типа, у меня же Honda, ух, злая какая быстрая тачка, едет аж 14 секунд до сотки. Не, ну понятно, что сходу она вполне себе динамична, на обгонах по-любому удобно. Особенно вот реально включил ручной режим и просто резко ускориться, ну скажем, с 80 или до 120, реально будет эффективно. Ну что, ребят, я надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Конечно, про нее еще кучу всего можно было сказать и испытать этот полный привод жестко, но, ребят, это все-таки низенькая машина, и мы побоялись просто совсем ее жестко посадить. Но, тем не менее, я думаю, я вам ее обрисовал, к покупке порекомендовал. Короче, пишите ваше мнение в комментариях, подписывайтесь на канал и всем пока. Камера пока не разрядилась нахрен.